Всем привет и добро пожаловать! Вы на канале Готовим дома. Сегодня готовим кабачковые котлеты с сыром. Обожаю этот рецепт. Он простой, нежный и, честно, исчезает со стола быстрее, чем я успеваю подать. Итак, начнем с кабачков. Берем 3 кабачка, разрезаем их пополам и теперь ложкой вот так аккуратно убираем серединку. Зачем? Чтобы нам избавиться от лишней влаги, иначе котлеты получатся слишком мокрыми и влажными. Поэтому вот так вот быстро, просто при помощи ложки выбираем мякоть. И, кстати, напишите в комментариях, из какой вы страны. Я всегда радуюсь, когда вижу, что мои рецепты путешествуют по всему миру. Ну а вдруг котлеты из кабачков однажды станут международным хитом? Так приятно знать, что кабачки объединяют людей. И если рецепт вам понравился, расскажите о нем друзьям. Пусть и они попробуют такую вкуснятину. А мы с вами натираем кабачки на крупной терке. Вот такая гора кабачков получилась. Всегда удивляюсь, что из 3 кабачков получается гора на весь дом. Перекладываем кабачки в миску. И добавляю немного соли, чтобы кабачки пустили сок. Берем вилочку, все перемешиваем. И оставим минут на 10 кабачки отдохнуть. А пока займемся другими делами. Дел на кухне хватает. Возьмем кусочек сыра. Я использую моцареллу. И тоже натрем на крупной терке. Готово. Можете использовать любой другой сыр. Но с моцареллой котлетки получатся супер нежными. Теперь набираем горсть кабачков и хорошенько отжимаем из них сок, как можно больше сока. Перекладываем в другую миску. Сок из-под кабачков можете не выливать, можете приготовить на нем какой-то суп, добавить его во вторые блюда, он все-таки очень полезный. Так что сразу же убьем 2 зайцев и приготовим вкусные кабачковые котлетки и сварим супчик. Добавляем к отжатым кабачкам наш тертый сыр и еще раз вилочкой все хорошо перемешаем. Теперь натираем пару зубчиков чеснока. Чесночок так пахнет, что я уже проголодалась. Люблю чеснок, добавляю его во все блюда, но всегда думаю, главное не переборщить, а то потом соседи попросят рецепт или попросят переехать. Хорошо перемешиваем и добавляем секретный ингредиент. У меня это сыр рикотта. Рикотта, она получается менее жирная, например, чем сливочное масло, и при этом придает сочность, и котлеты получаются супер нежными, сочными и супер полезными. При том, что они еще и будут без жарки, мы будем запекать их в духовке. Рецепт получится просто пальчики оближешь. Мягкие, нежные, золотистые котлетки с румяной аппетитной хрустящей корочкой, с сыром, с чесночком. В общем, давайте по порядочку, не будем забегать вперед. Также я натираю еще немного сыра пармезан. Здесь любой твердый сыр подойдет. Он придаст немножко остроты и вкуса нашим котлетам. И обязательно небольшой пучок любой зелени, которая есть у вас под рукой. Петрушка, укроп, кто-то любит кинзу. На ваше усмотрение. Вот так вот меленько-меленько порубим зелень и добавляем хорошую горсть петрушки к нашим котлеткам. Сюда же разбиваю 1 яйцо и щедро приправляем солью, черным молотым перцем. Главное не забыть посолить, а то у меня и такое бывает. Приготовила, попробовала, а оказалось, что забыла добавить соль. У кого тоже такое бывает, делитесь в комментариях. На кухне чего только не происходит, друзья. Осталось еще раз хорошо перемешать нашу массу из кабачков. И что нам еще осталось? Главное не забыть вот этот вот ингредиент, он здесь тоже очень важный. Это панировочные сухари, я добавляю где-то 4 столовых ложки. Панировочные сухари, вы знаете, можете заменить мукой, кто-то даже может манкой заменить. В общем, варианты разные. Посмотрите, что у вас есть на кухне под рукой, или сходите в магазин.
Застилаем противень пергаментом, смазываем любым растительным маслом, которое найдется у вас в кухонном шкафчике, и начинаем формировать котлетки. Зачерпываю пару столовых ложек массы из кабачков. Руки можете немножечко смочить водой или смазать растительным маслом. И вот формируем такую аккуратненькую, симпатичненькую котлетку. Котлетки получаются просто игрушечки. Очень такие красивые, аппетитные. Обваливаем их сверху в панировочных сухарях, чтобы придать им золотистую хрустящую корочку. И выкладываем на застеленный пергаментом противень. Давайте слепим еще пару котлеток. Посмотрите, как легко и просто они готовятся. И очень мне нравится этот рецепт тем, что его можно приготовить заранее. Например, на выходных вы приготовили целый противень или два таких котлеток, и потом целую неделю вы можете кушать их, доставать из холодильника, просто разогревать. Экономия времени, сил и очень-очень быстро, вкусно и полезно. Я просто уверена, что если даже вы не являетесь большим поклонником кабачков, попробовав эти котлеты, вы точно станете большим фанатом, любителем кабачковых котлет, потому что эти кабачковые котлеты, я бы сказала, вкуснее мяса. Отправляем в разогретую духовку, я разогрела ее до температуры 180 градусов, и будем запекать их где-то около 20 минут. А пока готовятся котлеты, мы с вами нарезаем болгарский перец. Такой перец красивый, даже жалко резать. Вот таким вот образом, посмотрите, я разрезаю перец, удаляю сразу же семена. Очень удобно, обрезаем перчик, мякоть вокруг плодоножки. И нарезаем вот такими вот полосками сначала, а потом небольшими кубиками. Мы сейчас с вами готовим очень быстрый, простой и вкусный салат. Этот рецепт я подсмотрела в ресторане, поймала повара, расспросила, и теперь скорее делюсь им с вами, потому что он реально очень быстрый, вкусный, называется шопский. Теперь пару огурчиков свежих, сейчас уже как раз пошли огурчики, отрезаем у них кончики и нарезаем. Можете нарезать кружочками, можете вот такими полумесяцами, полукольцами. А свежесть какая стоит. Огурцы сейчас просто невероятно вкусные и свежие. Добавляем огурчики к нашему болгарскому перцу. Давайте проверим котлеты. Только посмотрите, они такие нежные, просто невероятно. Вот точно приготовьте, не пожалеете. Аккуратно переворачиваем котлетки на другую сторону и отправляем в духовку еще на 5-10 минут, чтобы они также немножко подрумянились с другой стороны. Хрустящие, просто чудо. Так, нарежем помидорки для нашего салата. Помидорки мягковатые, с трудом режутся, ну ладно, значит спелые. Я люблю использовать вот такие помидорки черри маленькие, потому что они всегда супер сочные, супер сладкие. Но если вдруг у вас на кухне завалялся обычный помидор и нет помидоров черри, пожалуйста, нарежьте обычный помидор кубиками, квадратиками, полукольцами, колечками, в общем, как вы любите. И также в салат нарезаем немного любой зелени. У меня здесь зеленый лук. Меленько порубим, добавим горсточку зелени в салат. Теперь разрежьте лимончик и сверху поливаем салат, сбрызгиваем соком лимона немножко по вкусу. Буквально 1-2 столовых ложечки любого растительного масла. И еще у меня есть вот такой секретный ингредиент. Разминаем вилочкой сыр фета или фета. Все время путаю, как называется, но бывает. Посмотрите, какой он пушистый, вот такой, как творожок, такой свежий. И сверху посыпаем раскрошенным сыром. Вкуснятина необыкновенная. И только посмотрите, как смотрится. Очень свежо, аппетитно. А посмотрите на наши котлетки, друзья. Это же просто какое-то чудо. Мягкие, вкусные, нежнейшие внутри, с сыром, с чесночком. А сверху такая красивая, аппетитная, хрустящая золотистая корочка. Просто фантастика. Обязательно записывайте рецепт, делитесь с друзьями. Все ингредиенты вы найдете в описании под видео. Напишите комментарий, обязательно понравился ли вам этот рецепт. И
Давайте скорее пробовать. Подаем котлеты с нашим салатиком. Давайте разломлю вам одну котлетку и покажу, какие они внутри. Только посмотрите, такие нежные, воздушные, мягкие, пушистые, просто тают во рту как масло. Котлеты из кабачков вкуснее мяса однозначно. Друзья, спасибо за ваше внимание, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я желаю вам приятного аппетита и жду вас в моем новом вкусном видео. Пока-пока и скоро увидимся!